Привет, Арми. Бывают моменты, когда Тэхён и Чингук, кажется, хотят что-то сказать, почти высказать, почти сказать, почти честно, но прежде чем слова вырываются наружу, они оба решают остановиться. Как будто существует тонкая грань между тем, что они хотят сказать, и тем, что им следует оставить при себе. В такие моменты Тэкук кажется осторожным, не потому, что они колеблются, а потому, что знают, что за каждым словом следят миллионы глаз. Они меняют тон, выбирают более безопасные слова или заканчивают предложение в другом ключе, как будто только они вдвоем понимают истинную причину. За их легкими улыбками скрывается что-то, что никогда не объясняется, но всегда ощущается. Забавно, что даже спустя столько лет Тэкук все еще считает, что никто на самом деле не обращает внимания на происходящее, даже когда их собственные действия выдают то, что невозможно скрыть. Их часто ставят под сомнение, потому что в конце концов они всегда раскрывают немного больше о своих отношениях личных, но никогда не по-настоящему секретных. И хотя многие могут трактовать это по-разному, одно ясно многим, когда Тэхён в прямом эфире упомянул, что Чингук рассказал ему о песне Акины Накамари «Yes», это не осталось незамеченным. Тем, кто следит за развитием отношений между ними и понимает, какие послания они обычно передают, невозможно не заметить, что скрытый смысл песни выходит далеко за рамки простых музыкальных рекомендаций. Текст и мелодия затрагивают глубокие эмоции, чувства, выраженные тонко, но при этом очень искренне. Этот небольшой комментарий открывает двери для различных интерпретаций, поскольку все это проистекает из их уникального способа общения, даже не говоря об этом напрямую. Сама песня повествует о запретной любви, о внутреннем смятении, когда кто-то чувствует то, чего не должен. В тексте песни описывается человек, который осознает, что вступает в сложные отношения, что-то, что может ранить или нарушить важные границы, но все еще не может остановиться. Вместо того, чтобы мечтать о кольце на безымянном пальце, официальном символе отношений, герой жаждет тайной любви, скрытой на виду и живущей в тени, ища защиты. Чувства, которые в песне называют «грехом», только усиливались, не потому, что они были неправы, а потому, что невозможно было расстаться с любимым человеком, даже если мир этого не поймет. Когда Тэхён упомянул, что Чингук рассказал ему о песне, многие посчитали это не случайным замечанием. Песня показалась подходящей для истории двух людей, которые, несмотря на трудности, всегда возвращаются друг к другу, даже когда мир подкидывает им сюрпризы. В то время я отнесся к этому скептически, мне показалось, что я слишком остро реагирую. Но со временем я понял, что невозможно игнорировать очевидное. Чингук слышал эту песню в предыдущей трансляции, казался меланхоличным, слушая ее, а затем Тэхён добавил ее в свой плейлист. То, что некоторым казалось незначительной деталью, было молчаливым подтверждением чего-то более глубокого. На мой взгляд, этот момент был одним из самых очевидных, моментом, когда они действительно больше не могли сдерживаться или скрывать это, как будто показывая, что их связь выходит далеко за рамки того, что видно на камеру. Был также момент, когда Чингук включил ночной прямой эфир в Корее и сказал, что ему пришлось не спать всю ночь, хотя он и был сонным, он не мог заснуть по какой-то причине. Многие посчитали это странным, но это совпало с возвращением Тэхёна тем утром. Как будто Чингук чего-то ждал, и это что-то действительно произошло. Еще один момент, который заставил меня задуматься, был, когда Тэхён в прямом эфире молча ел рамен, идеальная тишина делала все звуки четче, и кто-то на заднем плане громко кашлял, сомнений не было. Тэхён рассмеялся сквозь нос. Этот смешок был больше похож на признание, чем на шутку. Он знал, что не может отступить, и какая бы интерпретация ни была у зрителей, это было неизбежно. Интересно, что Тэхён не стал отрицать, а просто принял это. Он спокойно продолжил есть, словно не желая добавлять слухов, но и не притворяясь. Еще один запоминающийся момент, когда Чингук сказал, что друзья не должны чистить друг другу креветки, поскольку это может подразумевать нечто большее, чем дружба. Многие считают это личным правилом. Но затем, в другом клипе, Чингук действительно чистил креветки для Тэхёна, так естественно, без неловкости, без утайки. Интересно не только действие, но и слова Тэхёна. Друзья не должны кормить друг друга, потому что это слишком. Однако в том же клипе Чингук кормит Тэхёна, как будто этих границ никогда не существовало. Они говорят о правилах, но нарушают их так естественно, не задумываясь, словно это вторая натура.
Это не значит, что они намеренно открывают свои отношения. Скорее, это показывает, что, прямо или косвенно, они всегда раскрывают что-то за пределами обычной дружбы. Такой простой жест, как чистка креветок или кормление друг друга, показывает близость, которая бросает вызов их собственным правилам. Их естественное поведение всегда говорит громче, бессознательно выдавая себя. Также забавно, когда они не могут сдержаться и выпаливают что-то. Например, когда Тэхён присоединяется к прямой трансляции, Хабии хвастается своим зрелым разговором с Чингуком. Он теряет концентрацию, когда ему задают вопросы, на которые он не может ответить, и пытается сделать вид, что не расслышал. Единственное, что он говорит, это то, что это был взрослый разговор о жизни. Но его неловкая реакция заставляет нас думать, что он раскрывает себя. В конечном счете, все эти моменты, какими бы незначительными они ни были, показывают одно: какими бы незаметными они ни были, их поступки всегда говорят громче. Каждый спонтанный жест, каждое совпадение, каждое, казалось бы, обычное замечание, которое перекликается со следующим моментом, формирует картину, которую трудно игнорировать. Тэхён и Чингук, возможно, никогда не собирались говорить что-то прямо. Мир слишком велик, слишком шумен, слишком быстр, чтобы делать поспешные выводы, поэтому они выбирают молчание, выбирают осторожность, выбирают охранять то, что понимают только они. Но иногда молчание честнее слов, иногда действия заполняют пробел без объяснений. Годы мелких моментов накапливаются, демонстрируя, что их связь нелегко определить. Ее нельзя втиснуть в узкие определения, ее нельзя разрушить домыслами, в их отношении друг к другу есть теплота, в естественных жестах утешение, которое рождается только в долгих, крепких и многогранных отношениях. И именно это делает Тэкука таким пленительным, не из-за грандиозной тайны, а из-за маленьких откровений, которые возникают сами собой, сами того не осознавая. Не нужны громкие признания, формальные заявления, ведь каждое простое действие рассказывает историю прекраснее слов. Эта история не о том, что они скрывают, а о том, чего скрыть не могут, не о словах, а о том, что открывается за улыбками, не о границах, а о том, как они всегда непреднамеренно их пересекают, как будто отношения сами находят себе способ заговорить. Возможно, это самая нежная форма честности, никогда не заявленная, никогда не выставляемая на показ, но ощущаемая в каждом мгновении, которое они покидают, история, которую не нужно разгадывать, не нужно определять, ее просто нужно чувствовать. Подобно двум линиям, которые, кажется, расходятся, но всегда сходятся, Тэхён и Чингук показывают, что некоторым отношениям не нужны определения, чтобы быть настоящими. Достаточно постоянства, искренности и единения, которое всегда возвращается, даже когда мир пытается их разлучить. Вот в чем и заключается красота. В мелочах, которые остаются незамеченными, в незапланированных жестах, в многозначительном молчании, и в том, как они всегда находят друг друга снова и снова. История, никогда не произнесенная вслух, но всегда услышанная сердцем, которое обращает на нее внимание.